13 апреля 2029 года мир станет свидетелем редкого астрономического события. Астероид Апофис 99942 Апофис пройдет очень близко от Земли, на расстоянии меньшем, чем орбита многих спутников, в том числе геостационарных. Это будет не удар, а представление масштаба и силы гравитации, доступное наблюдению миллиардам людей невооруженным глазом. Ниже развернутая статья о происхождении опасений, истории открытия, уточнении орбиты, последствиях возможного удара, подготовленных и планируемых миссиях и о том, что именно увидит земной наблюдатель в ту ночь. Апофис – крупный околоземный астероид диаметром порядка нескольких сотен метров. По масштабу он существенно меньше той космической глыбы, что по современным представлениям вызвало глобальное вымирание динозавров, но при этом достаточно велик, чтобы в случае удара нанести региональную или суперинтенсивную катастрофу. В традиционной классификации он относился к потенциально опасным объектам PHA – Potentially Hazardous Asteroid. Его имя происходит из египетской мифологии Апофис – Апис. Ассоциируется с хаосом, но для астрономов это прежде всего объект интереса и предупреждение о важности поиска и мониторинга околоземных объектов. Апофис был впервые замечен 19 июня 2004 года астрономами обсерватории Кит-Пик. На ранних этапах наблюдений по мере вычисления орбиты сформировалась тревожная оценка. Первоначальная вероятность столкновения с Землей оценивалась как высокое значение – порядка 2,7%. Это значение выглядело пугающе для специалистов и общественности, поскольку допустимая вероятность столкновения с крупным телом обычно рассматривается как криминальная угроза глобального масштаба. СМИ быстро подхватили историю, обсуждались катастрофические сценарии, прогнозы конца света и возможные пути предотвращения. Научное сообщество, в свою очередь, активизировало поиск дополнительных наблюдений, чтобы уточнить орбиту и исключить или подтвердить угрозу. В результате Апофис на время возглавил рейтинги рисков на шкале Торина, инструменте, используемом для оценки общественных и научных значений потенциального столкновения. После первых открытий астрономы по всему миру включились в координированную программу наблюдений. Дополнительные оптические наблюдения вместе с радиолокационными измерениями позволили существенно уточнить траекторию Апофиса. Влияние небольших сил, например, эффекта Ярковского, небольшое изменение орбиты под действием излучаемого тепла, приливных взаимодействий вблизи планет или даже выбросов материала с поверхности, делают предсказания орбит для объектов такого размера нетривиальными. По мере накопления данных прогнозы смещались. Вероятность прямого столкновения в ближайшие десятилетия была исключена с высокой степенью уверенности, но при этом возник интерес к реакции орбиты при близком пролете в 2029 году. Ключевой момент – уточнение орбиты – это непрерывный процесс. Точность предсказания растет с количеством и качеством наблюдений, оптики, радиолокации и астрометрии спутника Гайа, и корректировки моделей, учитывающих все мелкие силы, влияющие на астероид. 13 апреля 2029 года Апофис пройдет через перигелий своей пролетной траектории на расстоянии примерно 19 миль, около 31 километра над поверхностью Земли. Это примерно в 10 раз ближе, чем расстояние до Луны, и важнее это стационарное расстояние окажется внутри пояса геостационарных спутников. В реальности геостационарная орбита находится существенно выше – 35 786 километров. Однако выражение «внутри кольца спутников» подчеркивает, насколько близко объект
пройдет относительно привычных орбитальных радиусов и как это событие будет необычно по масштабам. Следует подчеркнуть, геостационарные спутники находятся значительно выше, и нет причин ожидать их непосредственной угрозы от Апофиса, но сам факт прохождения такого крупного тела настолько близко – редкость. Случается приблизительно раз в 1000 лет, делает событие важным с научной и общественной точки зрения. По оценкам астрономов, при наилучших условиях в ночь пролета Апофис будет видим невооруженным глазом для примерно 2 миллиардов людей, преимущественно в восточном полушарии – Африка, Европа, Азия и часть Австралии. В зависимости от фазы, яркости и углового размера он может выглядеть как медленно движущаяся звезда, сравнимая по яркости с тусклыми звездами в созвездии Ориона. Опытные наблюдатели и любители астрономии в ясную ночь смогут даже заметить его сопровождающую дымку или развивающуюся пыль, если приливные силы Земли вызовут выброс материала с поверхности. Для науки же это уникальная лаборатория. Вблизи пролета астероид будет ускоряться под действием тяготения Земли, достигая скоростей порядка 19 миль в секунду, 30 км в секунду, относительно поверхности в момент максимального гравитационного воздействия. Плотность приходящих фотографий, спектроскопических измерений и радиолокационных карт позволит детально исследовать поверхность, форму, структуру и механическое состояние объекта. Мифы и страхи часто преувеличивают последствия, но научная оценка дает конкретные числа. Если бы Апофис столкнулся с Землей, что на данный момент исключено для ближайших предсказуемых дат, высвободившаяся энергия могла бы составить эквивалент более чем 2400 мегатонн тротила. Для сравнения, это в десятки раз превышает суммарный ядерный арсенал человечества по кинетической энергии удара. Реальные последствия зависели бы от места падения. Удар в океан, возникновение гигантской волны цунами, локальные и глобальные последствия для побережий, возможные климатические эффекты в зависимости от количества поднятого водяного пара и аэрозолей, удар в континент, образование крупного кратера, массивные пожары, выброс огромного количества пыли и сажи в атмосферу – одни из механизмов глобального похолодания. Эффекты на региональном уровне, разрушение в радиусе сотен километров, локальные климатические изменения и долгосрочные экономические и социальные последствия. Важно, вероятность столкновения в обозримом будущем по всей совокупности наблюдений считается чрезвычайно низкой. Тем не менее, оценка таких сценариев мотивирует развитие систем раннего обнаружения и готовности планетарной защиты. Даже без угрозы удара пролет Апофиса – редкая и богатая наблюдательная возможность. Что именно будут наблюдать и измерять? Изменение орбиты под действием приливных сил. Прохождение близко к Земле означает, что гравитация может значительно изменить угол вращения, период обращения и даже распределение материала на поверхности астероида. Динамика поверхности, приливные напряжения и тепловое воздействие могут вызвать оползни реголитного покрова, освободить пыль и мелкие камни, дать выбросы, которые будут заметны в телескоп. Спектроскопия, проверка состава горных пород и пылевых облаков даст представление о происхождении и истории астероида. Результаты радиолокации. Детальная топография, форма и внутренняя структура, включая возможность обнаружения крупных пустот или грубо скопленной структуры. Агломерат. НАСА перепрофилировала космический аппарат OSIRIS-REx для миссии к Апофису под названием OSIRIS-APEX, условное название в пересказе. Эта миссия должна была бы кружить вокруг астероида в течение длительного времени. Планировалось,
и около 18 месяцев, подробно картируя поверхность и динамику. Ключевым экспериментом в критический момент сближения является намеренное поднятие пыли и мелких камней с поверхности. Это позволит увидеть в реальном времени реакцию реголита на приливы и оценить механические связи материала на поверхности. Европейское космическое агентство ССА одобрило проект «Рамзесья», который будет сопровождать апофиз и фиксировать изменения до и после прохождения мимо Земли. Основные цели – сравнить карту формы, распределение валунов и измерить изменения вращения. Совместные данные с американскими миссиями и наземными обсерваториями обеспечат максимальный охват феномена. Телескопы на всех континентах будут фотографировать и спектроскопировать апофиз в видимом и инфракрасном диапазонах. Радиолокационные антенны, например, Аричибо в прошлом, ныне другие комплексные радары, играют ключевую роль. Радиолокация дает точность в измерении расстояния и скорости вплоть до десятков метров и сантиметров в радиальной составляющей, что крайне важно для уточнения орбиты. Космические обсерватории, вроде Джеймса Уэбба, будут наблюдать объект в инфракрасном диапазоне, ища выбросы пыли или газов, которые могли бы указывать на активность приливного обмывания поверхности. В научных дискуссиях фигурирует понятие гравитационной замочной скважины – gravity keyhole, узкой области в пространстве, через которую прохождение объекта при первом сближении может изменить его орбиту так, что при следующем обращении возможен удар. Для апофиса важно текущие точные радиолокационные и астрометрические данные, включая данные спутника Гайа, позволили исключить ряд критических замочных скважин, в частности, связанные с возможным столкновением в 2036 году. Тем не менее, вопрос о более отдаленной эволюции орбиты остается предметом наблюдений и моделирования, включая влияние эффекта Ярковского и взаимодействие с солнечной радиацией. Апофиз стал звоночком для систем планетарной защиты. После всплеска интереса и обеспокоенности в начале 21 века международное сотрудничество усилилось. В 2016 году НАСА создало Управление по координации планетарной защиты, цель которого – координировать программы наблюдения и ответных действий при реальной угрозе. Технические проекты, такие как NEOSURVEYOR, инфракрасная обсерватория для поиска опасных объектов, миссия DART, Double Asteroid Redirection Test, тест по изменению орбиты астероида посредством кинетического воздействия, и концепции типа HERA, европейский проект по исследованию последствий кинетических воздействий, получили приоритетное развитие. Каталогизация и наблюдение. Астрономы составили список объектов с высоким риском. На сегодняшний день несколько десятков вновь классифицируются по вероятности столкновения выше некоторых порогов. Ключевая мысль – вопрос не в том, произойдет ли когда-нибудь столкновение, а когда и насколько заранее мы об этом узнаем. Чем раньше будет обнаружен потенциально опасный объект, тем шире выбор методов для безопасного отклонения. От гравитационных трактов, тегловые буксиры, до кинетического удара и, в крайнем случае, ядерного вмешательства. Апофиз продемонстрировал, как быстро научная информация может перерасти в массовую обеспокоенность. Правильная коммуникация рисков – ключ к тому, чтобы избежать паники и одновременно поддерживать осознанную готовность. Важные элементы – открытость данных и доступность информации для общественности. Координация между агентствами и СМИ для предотвращения сенсационной интерпретации вероятностей.
Подготовка гражданских служб к сценариям эвакуации и локальной помощи на случай, если когда-нибудь окажется, что риск значим. Пролет Апофиса 13 апреля 2029 года – уникальное сочетание научной возможности и общественной видимости. Для ученых это шанс изучить динамику приливов, структуру и поведение астероида при сильном гравитационном воздействии. Для общества – возможность увидеть крупный космический объект невооруженным глазом и при этом убедиться в эффективности современных систем наблюдения и международного сотрудничества. Наконец, Апофис стал и будет оставаться напоминанием: космос – активная динамичная среда. Наша планета не изолирована от потенциальных опасностей, но благодаря развитию астрономии, инженерии и международному сотрудничеству мы научились видеть угрозы заранее и готовиться к ним. Развитие миссий по обнаружению и отклонению околоземных объектов – не роскошь, а элементарная мера выживания для цивилизации, живущей на плавающем в космосе доме. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и напишите комментарий, что бы вы хотели услышать в следующий раз. До свидания.